Твердое анодирование алюминия решает одну проблему и создает другую. Деталь получает твердое износостойкое покрытие, но после анодирования размеры уходят. Чем доводить такие поверхности? Как контролировать размеры? Обычная шлифовка может только навредить. Разберем все на примере этого узла. Я думаю, вы догадались, что это такое. Можете написать в комментариях. Давайте по порядку, я буду рассказывать, совмещая с вопросами от подписчиков. Зачем нужен твердый анод? На примере этой детали. Твердый анод на поверхности корпуса нужен как антикоррозионное покрытие. Для примера, это материал D16T. Лежал долго на улице, пошла коррозия. Вот это коррозия сплава алюминия. Но если это заводское изготовление, протяжка, вот эта деталь полностью была фрезерованная из цельного куска. Материал V95. Это оснастка для фрезеровки. Металл был полностью чистый. Через некоторое время появились следы коррозии. Вот здесь очень хорошо видно. Здесь была фрезеровка. И пошла коррозия. Чтобы такого не было, делается поверхностное анодирование. И желательно делать не цветное анодирование, а именно твердый анод при минусовой температуре. Этот узел состоит из двух основных частей. Корпус и барабан. Для правильной работы этого узла, для герметичности, необходим зазор 4-5 микрон на диаметре. Эти две детали должны быть изготовлены из одного материала, чтобы у них был одинаковый коэффициент теплового расширения. Но если применить материал один и тот же, в двух сопрягаемых деталях, сразу же наступит заклинивание этого узла. Будет образовываться грязь, чернота от трения алюминия по алюминию. И о никакой герметичности и точности, плавности хода, мягкости и тем более зазора 4 микрона здесь говорить нельзя. Был вопрос, как подготовить поверхности до анодирования и после анодирования. Поверхность, которая не анодируется, предварительно закрывалась. После анодирования делался вот такой притир. И вручную с помощью абразивной пасты делалась доводка размера, чтобы не было эллипса, конуса, повысить чистоту поверхности и создать нужный размер. Что из себя представляет притир? Это чугун разрезанный, такое тонкое кольцо. Внутри конус. Когда вы затягиваете болт, латунная вставка с конусом двигается по оси, тем самым разжимая притир. Таким образом меняется размер, и вы можете притирать, увеличивая размер в детали. Теперь барабан. Перед покрытием твердым анодом он предварительно тоже притирался. Почему эта деталь не шлифовалась? Ну, во-первых, это довольно сложно. Нужна серьезная оснастка, и для мелких серий это нерентабельно просто. Ну и, скажем так, не у каждого есть дома круглошлифовальный станок. А вот сделать твердое анодирование в домашних условиях или в условиях маленькой мастерской очень реально. Вы можете перейти ко мне в телеграм-канал, либо самим освоить твердое анодирование по информации, которую я даю, либо связаться со мной по поводу обучения анодированию. После покрытия твердым анодом поверхность данного барабана точно так же притирается. Как выглядит притир и что это такое? Делается специальная оправка. Можно из любого материала, но лучше всего из дюрали, чтобы она была не тяжелая. Делается чугунная вставка, которая по наружу имеет конус. В дюралевой оправке точно так же ответный конус делается. В чугуне делаются пропилы, для того, чтобы было равномерное сжатие по диаметру. И когда вы прикручиваете гайку, вы зажимаете чугунную деталь, которая двигается по конусу. Тем самым она точно так же меняет внутренний размер. После этого алмазной пастой или боровой пастой делаем финишную доводку барабана по наружу. Пасту я использую 3,2, ну или финишную совсем уже 2,1. Таким способом вы сможете вогнать вплоть до 1 микрона размер. Изначально сделая припуск при анодировании 5-10 микрон в плюсе. Дальше был вопрос, как и чем контролировать такие точные размеры. Многие люди не знают. Для них я сейчас покажу, каким я инструментом пользуюсь. А для тех, кто знает, можете тоже посмотреть.
Внутри, чем можно померить размер? Существуют нутромеры. Я использую для таких целей 4-точечный нутромер. Цена деления 2 микрона. Я сейчас его не буду настраивать, я просто показываю сам смысл, чем это можно измерять. Таким нутромером можно спокойно поймать размер в 1-2 микрона. Чем хорош 4-точечный нутромер, он позволяет измерить эллипс отверстия, то есть присутствует ли какая-то некруглость. Но такой нутромер имеет расстояние до шариков, поэтому, скажем так, в упор вы им померить не сможете. Для этой цели существует другой нутромер цангового типа. Это 3-точечный нутромер, считается максимально точный. У него 1, 2, 3 точки измерения идет. Смысл такой же. Настраиваете нутромер и производите замер практически по всей длине отверстия. Точность этого нутромера точно так же. Цена деления индикатора 2 микрона. Если для первого нутромера вам 2 микрона мало, можно взять отдельно индикаторную головку с ценой деления 1 микрон. Она имеет меньший диапазон хода, без перенастройки самого нутромера, но зато дает максимальную точность. Чем измерить барабан снаружи? Существует такой инструмент, называется пассаметр. Цена деления 1 микрон. Он позволяет контролировать размеры на всем диаметре, эллипсность, конусность. Очень точный инструмент. Но сейчас детали у меня не прогреты одновременно. Но вы видите, в принципе, до 1 микрона сделанная поверхность. Я ничего предварительно не отмывал, вот как есть, так вам и показываю. Если вам нужен не относительный размер, а постоянный, скажем так, можно взять цифровой микрометр. У меня вот такой есть китайский, отличный микрометр. С ценой деления точно так же 1 микрон. Он очень точный, я проверял. Ну и для настройки нутромера и пассаметра можно использовать концевые меры длины. У меня эти плитки первого класса точности. Кто знает, тот знает. Кто не знает, может посмотреть в интернете. Если таких плиток будет недостаточно, существуют другие плитки с ценой деления через 1 микрон. Они есть разные, 1, 2, 3 мм. Я вам для примера покажу. Плитка 1 микронная, они все в консерванте, их нужно сначала отмывать, доводить, каждую перед измерением. Каким образом это делается? Плитки складываются вместе, притираются. Сейчас я не буду делать, потому что они грязные, чтобы не повредить поверхность. И настраивается инструмент. Но это уже тема для другого видео. Думаю, немножко вам прояснил по твердому анодированию, способу его обработки, контролю за размерами. Всем спасибо, до свидания.